Всем привет! Меня зовут Юлия Зальнова, и сегодня я расскажу вам о том, что такое EMDR-терапия. Почему вообще решила записать это видео? Потому что буквально недавно я читала лекцию про EMDR как метод краткосрочной терапии в одном психологическом центре для психологов и волонтеров, где я в том числе и волонтерю. И получив обратную связь после моей лекции, я поняла, что для моих клиентов, с которыми я работаю, важно тоже рассказать какие-то вещи для того, чтобы собрать в одном месте всю ту теоретическую информацию, которую можно дать для людей, которые еще не сталкивались либо не знакомы с этим методом терапии. В общем, поэтому я здесь, и давайте расскажу вам, что же это такое? Откуда вообще это появилось, да, историю этого метода? Какие есть сейчас клинические испытания? В каких случаях применяется EMDR-терапия? И как с помощью этого метода можно себе помочь? Давайте начинать. Ну, вот здесь вот я надеюсь, видите, оставила окошечко, какое-то пространство справа от себя для того, чтобы можно было текстом либо картинками вам давать вот эти вот данные, чтобы вы могли на них тоже опираться. Итак, что же такое МДР? Да? По-другому, иначе ДПДГ расшифровывают как десенсибилизация и переработка движениями глаз. Сегодня мы кратко пройдемся по пути истории открытия метода до обзора научной доказательной базы. Итак, это структурированный психотерапевтический метод, который помогает мозгу довершить, дозавершить переработку какого-то травматичного опыта, либо тяжелого опыта, застрявшего в памяти в непереработанном виде. В названии метода 3 компонента. Движение глаз, снижение эмоционального заряда воспоминания и встраивание опыта в адаптивную сеть памяти. Стандартный протокол, он состоит из 8 фаз, и метод был открыт в 1987 году и сегодня применяется более чем в 130 странах мира. История открытия на самом деле началась случайно. В 1987 году Фрэнсис Шапиро во время прогулки в парке заметила, что спонтанные движения глаз из стороны в сторону, они снижают интенсивность тревожности, снижают интенсивность вот напряжения внутреннего и тех самых тревожных мыслей, которые были у нее в тот период времени. В 1989 году Фрэнсис Шапиро она опубликовала первое контролируемое научное исследование, где 22 участника приняло, собственно, участие в этом исследовании. И в том числе один из этих человек был ветеран боевых действий. МДР – это метод, признанный на уровне национальных и международных клинических рекомендаций. Всемирная организация здравоохранения еще в 2013 году она включила МДР как рекомендацию для взрослых, детей, подростков при работе с ПТСР наравне с травмофокусированной когнитивно-поведенческой терапией. Американская психологическая ассоциация тоже признает метод с 2004 года. В 2017 было обновление. Здесь важно сказать, что обновление, оно как бы условно рекомендовано, об этом тоже чуть позднее, но тем не менее метод признается. Международное общество исследователей травматического стресса также относит МДР к рекомендованной терапии. Департамент по делам ветеранов США дает методу сильную рекомендацию с 2017 года. Ну и, конечно же, что важно для нас. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения России по ПТСР 2023 года включают ДПДГ, то есть МДР, как метод психотерапии, который рекомендован при работе с ПТСР. Какие же есть ассоциации МДР в мире? Кто есть кто вообще?
Ну, конечно же, МДР – это не бренд. Это сеть региональных и национальных профессиональных ассоциаций, которые есть во всем мире практически, и они не идентичны друг другу. Есть институт МДР, который основан Фрэнсин Шапиро в 1990 году. Это вот такой держатель методологии. Его тренеры аттестованы, да, аккредитованы лично институтом. Есть ассоциации практиков именно в США, с более чем 20 тысячами членами по всему миру, я в том числе состою в этой ассоциации. Есть МДАР, ассоциация в Европе, как отдельная, да, глобальная такая часть этого сообщества. И уже туда ассоциации в каждой стране, в том числе и МДАР Россия, входит вот в МДАР Европу. Есть латиноамериканская, есть МДР-ассоциация Южной Африки, Австралии и так далее и тому подобное. На самом деле, когда меня мои коллеги, либо знакомые, либо кто-то спрашивает, где вообще учиться, куда, к какой ассоциации присоединиться, я всегда говорю одну простую вещь. Выбирайте себе свой кластер в зависимости от тех целей, которые вы ставите. В данный момент я живу в Латинской Америке, я живу в Чили, и мне, конечно же, для вот своего какого-то развития профессионального, того пути, который я для себя наметила, мне важно быть в ассоциациях здесь. Если кому интересно посмотреть мою анкетку, действительно ли я там состою, вся информация есть у меня на сайте, там можно найти ссылочки и перейти и посмотреть, что же лежит в основе МДР-терапии. Помните, ранее уже упоминала про модель адаптивной переработки информации, API. В норме мозг любого человека перерабатывает новый опыт, неважно какой он, здоровый, хороший, травматический, либо не очень, и перерабатывает его уже с уже существующими адаптивными сетями памяти. Но травматическое событие может застревать. Оно может застревать в его каком-то исходном, непереработанном виде. Вместе с образами, вместе с эмоциями, с телесными ощущениями, с какими-то убеждениями о себе, которые были актуальны в момент события. Итак, на нейробиологическом уровне при травматической какой-то ситуации происходит 3 ключевых изменения в миндалевидном теле, гиппокампе и префронтальной коре. Представьте, что в вашем мозге есть пожарная сигнализация, есть архивариус, по-другому его можно назвать библиотекарем, и есть какой-то мудрый руководитель. Когда происходит какое-то травматическое событие, первое срабатывает пожарная сигнализация, та самая амигдала, да, миндалевидное тело. И ее задача, вот этой сигнализации, очень простая – определить, есть ли угроза жизни для человека. И если мозг решает, что опасность смертельная, миндалина, она нажимает тревожную кнопку. В кровь выбрасывается 2 главных гормона стресса – адреналин и кортизол. Адреналин мгновенно переводит организм в режим выживания. Что происходит? Сердечко начинает биться быстрее, мышцы напрягаются, внимание сужается. И в этот момент на самом деле мозгу уже не до анализа происходящего. Его задача просто спасти жизнь. А дальше происходит самое интересное. В норме за сохранение наших воспоминаний отвечает гиппокамп. Можно его представить вот как того самого библиотекаря, архивариуса. Он раскладывает все события по полочкам и подписывает для каждого события дату, что происходило, и условно ставит какой-то вот такой штамп. Это произошло тогда-то, это уже закончилось. Но во время сильной травмы из-за высокого уровня кортизола работа гиппокампа, да, того самого библиотекаря, она резко нарушается. Архивариус уходит со своего рабочего места и перестает вот раскладывать все это по полочкам. Одновременно с этим снижается активность префронтальной коры, той части мозга, которая помогает нам рассуждать, анализировать происходящее и успокаивать себя. И вот представьте мудрого руководителя, который обычно контролирует всю эту ситуацию. Но во время травмы, повторюсь, каких-то негативных переживаний, событий, вот его, этого мудрого руководителя, как будто отключают от системы управления.
И в результате управлять всем этим начинает только та самая пожарная сигнализация. Из-за этого травматическое событие, оно не перемещается в папочку вот обычного воспоминания. Оно просто сохраняется в мозге, да, в нашей памяти, в этих адаптивных сетях совсем иначе. Допустим, есть зеркало. Представьте, что вы это зеркало уронили на землю, и оно разбилось на множество каких-то кусочков. Вместо одного вот целого у вас получается много-много разных деталей. Один осколок сохраняет запах, другой осколок сохраняет звук, третий – выражение лица, четвертый – ощущения в теле, которые были, пятый – сильную эмоцию. Но все вот эти вот части, они так и не складываются в одну какую-то единую картину. Поэтому человек может прекрасно помнить отдельные детали травмы, но не ощущать, что это вот событие действительно свершилось и осталось в прошлом. Именно поэтому спустя какие-то годы, какое-то время, какой-то запах, триггер может спровоцировать те же самые ощущения, могут спровоцировать те же самые внутренние переживания, которые были когда-то, и вызывать вот в настоящем ту самую сильную реакцию. Почему так? Потому что для мозга это не просто воспоминание. Для мозга он как бы не говорит: я вспомнил прошлое, это все прошло. Он снова начинает мозг кричать: опасность снова здесь. Отсюда, да, те самые вот флешбеки, панические реакции, телесные какие-то ощущения, переживания, возвращение постоянно мыслями к прошлому, либо состыковка с настоящим, что со мной что-то не так, я там какой-то не такой и так далее и тому подобное. И вот задача в терапии, при EMDR-терапии, при краткосрочной работе, помочь мозгу, помочь человеку наконец-то переработать этот травматичный опыт и вот собрать эти осколки зеркала в единое целое, да, и уложить все это в ячеечках, в сетях адаптивной памяти для того, чтобы заново пересобрать, пережить, и чтобы этот опыт не мешал в настоящем человеку жить. Почему же помогает билатеральная стимуляция? EMDR-терапия, она состоит из нескольких компонентов, в том числе вот билатеральная стимуляция, это когда идет быстрое похлопывание себя по плечам, бабочкой, с скрещенными руками на груди. Идет одновременная работа движениями глаз. Посмотрите на меня сейчас. Вот такая вот история. И на данный момент есть 3 основные конкурирующие гипотезы. Первая гипотеза, она заключается в следующем: о том, что идет нагрузка рабочей памяти. Так или иначе, у нашего мозга есть ограниченный объем внимания, у каждого он свой. Как у компьютера есть какая-то ограниченная оперативная память. И во время билатеральной стимуляции, во время работы с психологом, человеку одновременно нужно удерживать в памяти травматическое воспоминание, которое определено, с чем идет работа, следить, да, за движением руки, терапевт, если он помогает делать эту билатеральную стимуляцию, либо самостоятельно делать, да, БЛС и двигать глазами. И вот когда в этот момент идет концентрирование и удержание во внимании всех этих процессов, в результате, да, на само воспоминание остается меньше ресурсов, и оно постепенно становится менее ярким, менее таким эмоционально заряженным и менее пугающим. Вот если метафорично, да, представьте, что вы одновременно пытаетесь смотреть какой-то классный, интересный фильм и решать сложную задачу по математике. То есть полностью погрузиться и в фильм, да, оно уже не получается, и решать задачу тоже не очень. Вторая гипотеза заключается в реконсолидации памяти. Когда мы вспоминаем какое-то событие, память на короткое время становится открытой для редактирования. Да? То есть мы вспоминаем событие, что там произошло, что случилось. И как будто бы в этот момент мозг может заново сохранить это воспоминание, но уже без прежнего уровня стресса. Это похоже на документ в Word, и пока он закрыт, да, изменить его нельзя. Но как только мы его открываем, вносим какие-то правки, изменения, сохраняем,
Документ остается тем же, но уже в новой его версии. Ну, собственно, при EMDR-терапии это как раз и происходит. Терапевт помогает клиенту вспомнить, переписать, пережить заново этот опыт, чтобы уже сохранился он по-другому. И третья гипотеза, она ориентирована по аналогии с REM-сном. Билатеральная стимуляция, она вызывает особое состояние внимания, похожее на то, как мозг перерабатывает информацию во время фазы быстрого сна, да, REM-сна. И вот в этом состоянии нервная система, она легче перерабатывает тот самый эмоциональный опыт и раскладывает его по местам. Если снова про метафору, представьте ночную уборку в библиотеке. Пока библиотека закрыта, книги расставлены по полкам. После МДР, после БЛС, воспоминания тоже наконец-то получают какое-то свое место в этом архиве мозга. На самом деле, на данный момент пока ни одна из гипотез, она не считается окончательно доказанной. Скорее всего, МДР-терапия, она работает сразу вот через несколько механизмов одновременно. Уменьшается нагрузка на рабочую память, воспоминания становятся доступным для обновления, мозг получает возможность завершить переработку травматичного опыта, и вот именно сочетание этих всех процессов, оно и объясняет высокую эффективность МДР-терапии. Давайте сейчас поговорим про научные исследования. Здесь мне хочется поделиться таким важным, основным исследованием, метаанализом, как МДР помогает при ПТСР. И вот в 2014 году была опубликована одна из самых известных научных работ по эффективности МДР именно с ПТСР. Исследователи объединили результаты 26 рандомизированных контролируемых исследований, которые были проведены с 1991 года по 2013 год. И это позволило оценить эффективность метода МДР не по одному исследованию, а сразу по большому массиву научных данных. И результаты показали, что после МДР-терапии, напоминаю, это краткосрочный метод, и в целом уже эффективность видна 5-10 сессий, если мы работаем с каким-то таким одним запросом, а в каких-то запросах гораздо быстрее. Так вот, после МДР у пациентов с ПТСР значительно уменьшались симптомы ПТСР, уменьшались симптомы депрессии, тревоги и эмоционального дистресса. Исследователи, кстати, также сделали тогда практический вывод, что сессии продолжительностью больше 60 минут и работа с опытным МДР-терапевтом, конечно же, они более эффективны. В целом сейчас, на данный момент, стандартная МДР-сессия, она занимает 90 минут. Иногда проводят меньше, 60-минутные сессии. В 2015 году исследователи решили сравнить два самых известных методов лечения ПТСР. Это МДР-терапию, нашу любимую, и когнитивно-поведенческую, КПТ. И они проанализировали 11 научных исследований, в которых приняли участие 424 человека с ПТСР. И что получилось? Оба методы оказались одинаково эффективными. Но МДР показал небольшое преимущество в уменьшении некоторых симптомов. И особенно хорошо МДР помогал справляться с навязчивыми воспоминаниями и флешбэками. Помните, о чем я говорила чуть ранее? О том, как устроена адаптивная сеть памяти и как вообще мозг раскладывает все эти наши воспоминания у себя в голове, если простым языком. Ну и, собственно, БЛС, МДР помогает разложить все это по полочкам. Поэтому МДР хорошо помогает как раз справиться с этими навязчивыми мыслями. И МДР хорошо помогает справляться с ощущениями этой постоянной тревоги и внутреннего напряжения. В 2024 году ученые также решили проверить, помогает ли МДР при депрессии. Они объединили результаты 25 качественных исследований, в которых приняли участие 1042 человека. И что получилось? После курса МДР симптомы депрессии значительно уменьшались по сравнению с теми, кто не получал МДР-терапии.
ну, либо получал какую-то обычную помощь. Интересно, что наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с тяжелой формой депрессии. То есть чем сильнее были симптомы, тем больше изменений происходило после терапии. С зависимости МДР-терапии тоже работает. Еще она очень хорошо работает с убеждениями о себе, вот с тем самым субъективным дистрессом, который есть у человека, с чувством стыда, с чувством вины, со страхом, с какими-то фобиями. МДР хорошо работает и с этим. Проверено на себе, как в личной работе с моим МДР-терапевтом, также и с моими клиентами. Есть ли ограничения? Конечно же, есть. Обязательно и важно, я считаю, проговорить границы метода, потому что без этого никуда. И стопроцентной гарантии никто никогда не даст. А если вам дают, бегите от этого терапевта прочь. Гарантированно мы с вами все, друзья мои, только умрем. На все остальное неверно, нехорошо и неэтично, особенно если мы говорим про работу с психикой человека, давать какую-то гарантию. Кстати, вот исследования именно на русскоговорящей выборке нет. Ну, то есть я не нашла. Как будто бы мои коллеги пока еще не пришли к этому. Но на самом деле МДР-терапия именно на русскоговорящем пространстве, она только-только начинает вот оборот. И сейчас такая волна, что рекламирует этот метод как панацею от всего. Это тоже неправда. Давайте вернемся к тому, что... Повторюсь, стопроцентной гарантии никто не дает. Не все может помочь совсем. Но тем не менее, эффективность больше 70%, что уже хорошо. И можно пробовать, да, делать какие-то шаги для того, чтобы решить свою задачу. Это лучше, чем ничего. Я ранее, 2 года назад, делала видео, прикреплю его в описании. Вот здесь вот можно будет увидеть подсказочку, чтобы вы посмотрели, как билатеральная стимуляция помогает снижать вот интенсивность переживаний, напряжения в жизни вам здесь и сейчас. Обязательно посмотрите. Оно хоть и записано 2 года назад, тем не менее я считаю его очень полезным, и я постоянно дома, в жизни, постоянно двигаю глазами влево-вправо для того, чтобы снизить вот эту вот интенсивность переживаний. Пользуйтесь для того, чтобы сделать свою жизнь чуть лучше. Ну, собственно, вот такое вот спонтанное видео я записала для вас по МДР-терапии. Я буду еще дополнительно рассказывать. И вообще призываю, да, познакомиться вас с этим методом. И если есть какие-то сомнения, если вы смотрите это видео как человек, который интересуется психологией, который хочет решить какой-то свой запрос, задавайте мне вопросы, я с удовольствием буду записывать подробные видео конкретно по вашему запросу. Спасибо вам, что послушали это видео. Буду признательна за комментарии, за подписку, за лайк. И еще увидимся. Пока-пока.